Всем доброго дня. Друзья мои, как я говорила, денежный эгрегор – это один из самых капризных эгрегоров в мироздании. Точнее, сила богатства. Она требует постоянного вливания в себя энергии человека. Вот мы с вами работаем, тратим время, силы, нервы, молодость, жизнь, да, жизненную силу. Это все энергия, различные энергии, которые отдает сам человек. Исходят эти энергии от человека. И этими энергиями мы питаем силу денег, а взамен получаем жизнь в достатке. Взамен можем обеспечить своим детям достаток, своим близким, родным, всем необходимым. Одним словом, живем достойно. Если мы много отдаем, много получаем. Это закон жизни. Конечно, бывают моменты, когда, как рыба об лед, очень трудно пробивается, но мы сейчас не говорим об этом, потому что для этого есть определенное объяснение. Это когда есть какая-то причина, какое-то препятствие, оно связано с родом или оно связано с тем, что на человека навели и так далее. Но если нет никаких препятствий и к человеку приходят денежная энергия, денежная сила, тоже приходит не просто так, через усилия. Чтобы хорошо жить, надо выйти из комфорта. Хорошая жизнь – это усилие над собой. Если человек не прилагает усилий, то он и не получает результат. Вот в молодости, в юности, да, нас заставляли учиться, читать, писать. Нам хотелось бы, чтобы нам просто сказали: да не надо тебе ничего, это не обязательно, без этого живут люди. Мы были бы счастливы, потому что мы были глупые, молодые, не понимали важность всего этого. И в тот момент нам хотелось, чтобы учителя были добрые, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы много читали, чтобы они не ставили плохие оценки, если мы не учим, а просто махнули рукой и прошли дальше. Нам это было удобно, выгодно, потому что тогда мы были незрелые личности. Но когда ты становишься уже старше, когда ты понимаешь, насколько важно иметь образование, знания, даже если твой диплом и не пригодился, даже если ты не работаешь по профессии, но широкий кругозор. Понимаете, друзья мои, образованный человек, со знаниями, он совершенно отличается от человека невежественного. Все войны, все насилие на земле, вся ненависть между людьми, между народами, это все приходит от невежества. Когда человек невежда, его можно убедить в чем угодно. Его можно завербовать куда угодно. Когда человек разумный, начитанный, когда человек изучает различные культуры, различные народы, историю, он понимает, что мы все люди, что нам одинаково больно, одинаково радостно, что мы не должны друг друга ненавидеть, мы должны, наоборот, жить в мире и так далее. То есть разумный человек – это, как правило, образованный человек. Сейчас кто-то скажет: вот в древние времена грамоте не все обучались, а почему тогда были намного разумнее? Образование – это не обязательно читать, писать уметь. Образование – это знание, это вникнуть, это получать эти знания отовсюду, понимаете? Но гораздо легче понять и в нужное русло направлять свои знания, когда ты где-то учишься. Вот что делает вуз? Вуз не может из дурака делать умного, из неуча делать ученого. Невозможно. Можно за деньги поступить, можно вызубрить. Я знала таких людей, которые просто всю ночь сидели и учили наизусть. И шли, сдавали и получали хорошие оценки.
но у них в голове не было ничего. Они просто наизусть учили, у них была цель хорошо сдать. Вот даже красный диплом получали некоторые, да. А есть те, которые не зацикленные на этих оценках, но очень много читают, очень много изучают. У них очень широкий кругозор. Понимаете, многие актрисы, актеры, люди искусства, хотя стали актерами, но очень начитанные люди. И их игра, она настолько натуральная, настолько правильная. Почему? Потому что они очень начитанные люди, они очень много изучали, они очень много узнавали. То есть это люди, у которых очень широкий кругозор. Чем больше ты знаешь, тем легче тебе пробиться в мире. Трудно имеется в виду талантливый человек, конечно, среди бездарности, но легче имеется в виду понять, что ты хочешь, свою дорогу определить. Мне очень смешно, когда взрослые тетеньки под 50 лет мне пишут: вот, скажите, мое предназначение, не могу определиться. Уже жизнь клонится к закату, а ты говоришь об определении, о том, что ты хочешь понять, кто ты есть, чем тебе заниматься. Понимаете, чтобы не было такой вот ситуации дурацкой в жизни, надо очень много изучать, очень много учиться. То есть выйти из состояния комфорта, пересилить себя, и тогда у тебя в жизни начнет получаться то, что ты хочешь. Рано или поздно тебя заметят. Все равно заметят. В любом случае нет такого. Вот когда лбом прошибаешь стену, рано или поздно эта стена разрушится. Нужно время, усилия, но ты сможешь это сделать. И у человека, если выбор либо сидеть плакаться, что ничего не получается, либо это время использовать для того, чтобы заявить о себе миру. И в тот момент, когда подойдет твой день, вот твой счастливый случай, у тебя уже будет столько за спиной сделанного, да, столько трудов, столько уже заслуг, что сразу вот это вот пробьешь эту стену и пойдешь вперед. И поэтому я всегда говорю, что помните, что денежный эгрегор, он требует постоянного усиления, постоянного обращения к себе. И когда у человека, вот, например, человек устал или морально плохо дома, или ругаются, сразу останавливается денежная сила. Заметили? Даже если поругались с ребенком, пошли на работу, у вас в этот день нет никаких продаж. Задумывались, почему так? Потому что вы разнервничались, вы ослабли, и деньги уже к вам не идут. И вот что делать в этом случае? Есть огромное количество методов, чтобы притянуть в свою жизнь богатство, достаток, нужных людей. Некоторые из них рабочие, некоторые не особо. Например, есть визуализация, замечательная вещь. Однако получается очень редко у кого. И причем именно в тот отрезок жизни, когда в жизни, в принципе, вроде все хорошо, хочется еще большего, и ты начинаешь это все притягивать. Для этого нужно спокойствие, нужно время. Есть различные там курсы по созданию своего бизнеса. Очень замечательно, хорошо, но для этого нужно платить деньги, прийти несколько месяцев, послушать, применить в своей жизни. Для начала, для стартового, то есть для старта своего бизнеса нужен стартовый капитал, что не у всех есть и так далее. Все хорошо и замечательно. Однако действуем старым, не дедовским уже, наверное, бабушкинским методом. Когда в жизни нет никакой опоры, нет денег для стартового начала, то есть нет стартового капитала, нету нервов, сил на визуализацию, завтра детей надо кормить. Что делать? Тогда приходит на помощь магия, проверенный веками, тысячелетиями способ. Магия родилась вместе с человеком
И во всей цивилизации, всю историю человечества магия будет существовать. Желают этого кто-то или нет, не имеет никакого значения. Обращение к различным силам. Наши предки из поколения в поколение, тысячелетиями, методом проб и ошибок познали многое, что дошло до нас. И мы этим всем пользуемся. Я вам давала много ритуалов, связанных с чертенятами, с чертиками, с чертами, которые помогают человеку достичь успеха, которые приводят к купцам клиентов. И это, кстати говоря, купеческий секрет удачи. И они передавали своим детям эти все знания, эти заговоры, потому как пользовались сами. И еще раз хочу вам напомнить, что это не те самые анчутки, которых потом начали называть чертями, да, чертами, чертом. Это совершенно иные духи, о них сказано мной. Черти, кто они? Можете открыть, посмотреть эту лекцию. Это хранители чертогов, духи-хранители природы, шустрые духи, которые, если дружат с человеком, то могут ему во многом помочь. И многие, кто занимался, то есть своим делом, многие, кто работает на себя и сейчас, и в древние времена, то есть купцы, они пользовались помощью, силой этих духов. Иногда заключали с ними договор, иногда как-то откупались, давали им сладости, мед, вино и прочее. А взамен те гнали к ним клиентов. Вот сейчас хочу вам подарить заговор, который вы можете начитать. И эти духи вам будут отовсюду приводить покупателей. Здесь есть одна тонкость. Если вы продаете что-либо, неважно, там, сайты там делаете, да, продаете, вот так и знала, что сейчас начну тявкать. Итак, чтобы долго не говорить, у нас есть большое количество работ, связанных с этими духами. Когда их призывают для того, чтобы они привели нужных людей, помогли в каком-то деле и прочее. День чертей есть, к чертенятам, огромное количество работ. И вам скажу, что вот люди, которые работают на себя, занимаются бизнесом, они очень довольны этими работами. Эти шустрые духи действительно помогают. Теперь, забыла сказать, да, уточню. Если вы занимаетесь там продажей чего-либо, то говорите там покупателей моего товара. Вы можете и так говорить, в любом случае сработает. Ну, чтобы точно, четко вот знать, что именно ты попросила. Если вы продаете что-либо, говорите слово покупатели моего товара. Если, например, вы парикмахер или печете торты или что-то, то есть предоставляете определенные услуги, то говорите клиентов для моего ремесла. Потому что у вас ремесло. Это больше для вашего спокойствия. Оно и так сработает, как бы вы ни назвали. Читайте 6 раз перед началом работы. Ну вот, если вы дома работаете на себя, значит, вот перед началом рабочего дня, ну, можете в течение дня сработать в любом случае. Но лучше соблюдать именно вот как бы такие условия. Перед началом работы отправлять чертенят за клиентами. Я вам напомню, есть у меня лекция «Ключ, замок, язык». И там сказано, как составляется заговор. Почему именно
вот этот вот сюрреализм сначала, да, реализм в тонком плане составляется, потом этот сюрреализм переходит в реальную жизнь физическую. Мы создаем нечто, какое-то происшествие, какое-то действие вне нашего физического плана. А потом это действие вне нашего физического плана происходит уже на физическом плане. И поэтому точно вот по этой системе составлен и этот заговор. Итак, начнем. Объясню для некоторых товарищей, которые считают, что некоторые заговоры взяты из сказок Пушкина. Друзья мои, сказки Пушкина основаны на заговорах. Мимо острова Буяна, царства славного Салтана, в тридевятом царстве, 30-м государстве, это тоже из народной магии. Правда, оно применялось издревле, в сказках в том числе. Но, ну вот как и царь Вороний Барикапка и прочее, это все из народной магии, из народных поверий, из этнических вот сказаний и так далее. Это все пришло оттуда и воплотилось во всякие поэмы, рассказы, сказки и прочее. Так что есть еще и такое мнение, что Пушкин все-таки наказался и так рано ушел, потому что применял в своих сказках, поэмах заговоры, что категорически запрещалось. Он просто ознакомился с народными заговорами, и ему очень понравился этот стиль, и он применял, поэтому он был оригинален. Ну вот видите, за что и был наказан. Не просто так, понимаете, каждый человек, вот почему после какого-то явления в жизни происходят нехорошие вещи, что человек влез куда не надо, например, знал, что это нехорошее место, гиблое место. Он туда шел и увидел некое явление, после чего в его жизни произошли нехорошие события. За запретные знания очень большая плата. Поэтому, когда люди лезут в колдовство, не в магию бытовую, которой мы с вами пользуемся, а в колдовство, которым занимались жрецы, а после их потомки ведьмы и колдуны, когда они лезут в колдовство, они рискуют получить очень страшный удар, поскольку это тайные знания. И вот этими тайными знаниями вы можете только пользоваться как поклонение этим силам, обращение к этим силам, да? А мы вам даем это все, практикующие люди, как, служители культа. Итак, заговор. Да, напомню, когда у вас начнется денежный поток, а он начнется, будут приходить много людей, звонить день и ночь, просто времени не будет. Вы знаете, со многими, с кем я работаю, иногда эти люди, присылают отчет, как положено, а потом пропадают на несколько месяцев. Я всегда говорю, отсутствие новостей – это хорошая новость. Когда у человека что-то не получается, он обрывает телефон. Постоянно пишет, вот что делать, как. Когда долго не пишет, значит, у него все хорошо. Как правило, так. И вот является человек через пару месяцев и говорит, вы знаете, я вот извиняюсь, что не получалось мне отчет отправлять за эти последние недели. У меня столько работы, у меня столько людей начали звонить. У меня дело так пошло, что мне просто некогда было вообще. И я подумала, что не буду беспокоить вас, что у меня все хорошо. Вот до такой степени столько дают вам возможности заработать. Это для тех, кто считает, что заговор начитал, можешь просто на диване валяться, деньги сейчас сами и будут сыпаться. Нет. Вам мироздание, вам силы дадут эти деньги, но за счет вашей работы. Вот вам дадут много работы, чтобы вы могли заработать ту сумму, которую хотите. Начнем. В 39-м царстве, в 30-м государстве течет река Золотая. Посреди золотой реки остров изумрудный. Там черти с золотыми рогами да серебряными копытцами.
а посреди острова сундук медный с 3 замками да с 3 ключами. А в сундуке том лежат метлы и с плетями. Эй, вы черти, ребята, да малые чертенята, берите метлы, берите плети, идите на все 4 стороны света и со всех сторон гоните ко мне народ, покупателей моего товара или клиентов для моего ремесла. Ой, клиентов моего ремесла, извиняюсь, неправильно сбилась. Пеших и конных, богатых да знатных, щедрых да добрых, старых да молодых, как голодные на хлеб бегут, как жаждой томимые к источнику идут, так пусть клиенты ко мне приходят с дарами, с деньгами да с поклоном, чтобы моих товарок не замечали, а только ко мне со всех ног мчались. Гоните, черти, ко мне народ, им мой товар, мне их деньги, ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. В 39 царстве, 30 государстве течет река золотая. Посреди золотой реки остров изумрудный. Там черти с золотыми рогами да серебряными копытцами. А посреди острова сундук медный с 3 замками да с 3 ключами. А в сундуке том лежат метлы с плетями. Эй, вы черти, ребята, да малые чертенята, берите метлы, берите плети, идите на все 4 стороны света и со всех сторон гоните ко мне народ покупателей моего товара или клиентов моего ремесла. Пеших и конных, богатых да знатных, щедрых да добрых, старых да молодых, как голодные на хлеб бегут, как жаждой томимые к источнику идут, так пусть клиенты ко мне приходят. С дарами, с деньгами, да с полными... Ой, да с поклоном. Сбиваюсь, потому что собачки мои там шалят немного, извиняюсь. Чтобы моих товарок не замечали, а только ко мне со всех ног мчались. Гоните, черти, ко мне народ, им мой товар, мне их деньги, ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз прочитаю, вам нужно будет 6 раз. В 39 царстве, 30 государстве течет река золотая. Посреди золотой реки остров изумрудный. Там черти с золотыми рогами да серебряными копытцами. А посреди острова сундук медный с 3 замками да с 3 ключами. А в сундуке том лежат метлы с плетями. Эй, вы черти, ребята, да малые чертенята, берите метлы, берите плети, идите на все 4 стороны света и со всех сторон гоните ко мне народ, покупателей моего товара или клиентов моего ремесла. Пеших и конных, богатых да знатных, щедрых да добрых, старых да молодых, как голодные на хлеб бегут, как жаждой томимые на источник идут, так пусть клиенты ко мне приходят с дарами, с деньгами да с поклоном, чтобы моих товарок не замечали, а только ко мне со всех ног мчались. Гоните, черти, ко мне народ, им мой товар, мне их деньги, ключ, замок, язык. Заклято. И когда у вас начнется поток денег, я уже сказала, вино, мед можете ставить у себя на подоконнике дома и угостить силой. Кстати, я первая сказала об этом, что можно дома откупаться и оставлять. Ну, конечно, все потом переписали по всему миру, выдают за свои знания. Понятное дело. Итак, друзья мои, в ритуалах, особенно составленных для обычных людей, есть ключи. Это означает, что там сила. И для того, чтобы помочь человеку, не нужно от этого человека особых усилий. Ему достаточно это читать, и оно уже изменит, то есть поменяет его жизнь в лучшую сторону. Старый проверенный метод. Когда никто не помогает, люди прибегают к магии. И там находят помощь. Было, есть и будет всегда так. Я хочу напомнить вам, один случай был такой... Буквоед, что ли, не помню, давно, еще в 90-е годы, какая-то передача, в которой обсуждали книги.
И книги низкокачественные, примитивные. В конце программы он кидал в мусорный ящик. Ну вот такая-то книга о чем-то. И вот кидает в мусорный ящик, как будто бы, ну, то есть ерунда это все. Вот. Определяют некачественную литературу. И я помню, как он какую-то книгу заговоров, составленную еще в царское время, я даже хотела написать, сказать, отправьте мне эту книгу, аж мне плохо стало. Значит, он эту книгу обсуждает, и там написано «Заговор от царских приставов», то есть от проверяющих. Он, значит, начитал, я это переписала. Я больше не нашла этот заговор нигде. Я переписала по памяти потом. Он начитал, что вот заговор, то есть помощь, магия от проверяющих. Посмеялся и вот так вот выкинул в мусорный вот этот ящик. Мол, ерунда. Такую книгу вам не стоит ни читать, ни покупать. Так вот швырнул туда эту книгу. И тем самым, естественно, меня разозлил, вывел из себя, но я поняла, что он будет наказан, и я не ошиблась. И через некоторое время ведущим этой передачи стал другой человек. А этот товарищ попал в аварию, после чего долго лежал в больнице, он сломал себе ноги, позвоночник. А через 3 года сказали, что, ну, то есть не оправился он от этих увечий, он умер. Вот я к тому, что любое вмешательство в потусторонний мир, любая насмешка очень чревата, и многие люди, которые светилы наук, приходят к выводу, что лучше, то есть не понимая, не зная, что там есть, в любом случае не рисковать и не просто не высмеивать это все, а вообще не подходить и не касаться этого. Почему? Потому что со временем они понимают, что это существует. И если ты к этому приходишь с уважением, с почитанием, то эта сила тебе помогает. Если ты относишься к этому с издевкой, то эта сила может очень страшно тебя наказать. Я очень много знаю таких случаев, когда высмеивали, а одна женщина вообще, то есть выкинула, у меня на канале сидела ее сноха, смотрела, делала ритуалы, и она выкинула фортуну, выкинула свечи, она говорит, я прихожу домой, и все выкинуто. И она там поскандалила, собрала вещи, чуть ли не развелись из-за такой вот наглости свекрови. И она сказала, что это все ерунда, надо покаяться, к боженьке приходить и прочее. И у этой свекрови случился ужасный приступ, ее еле успели прооперировать на ровном месте. После этого она вообще не касалась, то есть вообще ее предметов, не заходила в ее комнату. Не верите в это? Не верьте. Относитесь с иронией, оставьте свое мнение при себе. Но никогда не оскорбляйте эти силы. Человек может простить, и они не прощают. Они не люди, их не заманишь, их подарками не задобришь. Они наказывают. Всем удачи!